Это невозможно, потому что невозможно никогда. Что-то появляется из ниоткуда. То есть оно не должно появиться, но оно появляется. Я, значит, не поверила. Я говорю, не может такого быть. Я говорю, перепроверьте. Они говорят, не бывает ошибок. То есть это все точно. Нужно срочно ехать в больницу, делать операцию. Сейчас в мире десятки тысяч задокументированных фактов, которые никто никак не может объяснить. Ну, кроме как просто совпало. Начала молиться. Ну вот просто я так хочу ребенка, так хочу ребенка. Вот вы рассказали, у меня есть, минимум 8 задокументированных таких же чудес, и все они произошли по одному и тому же сценарию. Нас ждет наука 2.0. И наука 2.0 — это наука, которая, даже уже, наверное, 3.0, это нужна наука, которая будет понимать, как устроен мир. Да. Так что еще Ради не этого все, я с вами. Да, еще не все потеряно. Однажды может быть такое, Да. чего вообще не может быть. Здравствуйте, друзья. Сегодня у меня на канале Элементалика очень интересный гость. Ученый, нейрофизик, изобретатель, независимый исследователь Андрей Кузнецов. Здравствуйте, Андрей. Огромная благодарность, что вы приехали к нам, потому что мне очень интересно с вами поговорить. И на взгляд Андрея, для того, чтобы в какие-то вещи поверили, нам не нужны какие-то контактеры или еще кто-то, нам нужны приборы. И вы занимаетесь тем, что изучаете чудеса, прям настоящие какие-то там разные события, разные, что происходит с людьми, с обычными людьми, именно с точки зрения науки. И вот, наверное, для начала расскажите, как вы вообще к этому пришли, как сейчас обстоят дела в науке, да, и что вообще сейчас можно изучать, и что считается правильным таким, и как вообще из ортодоксальной науки вы пришли вот в такую интересную область. Спасибо за представление. Давайте, наверное, сразу конкретизируем, потому что настоящие ученые, вот в кавычках которые, они забросают нас с вами сейчас пробирками и скажут, наука не изучает чудеса. Хотя мне очень нравится такой афоризм, что когда природа приоткроет тайну, уходят в тень любые чудеса. Вот. Я изучаю радиофизику нейронов, вот, и понимая, если мы представим себе, что весь тот мир, который мы вокруг себя созерцаем, наблюдаем, что весь этот мир — это всего лишь колебания частиц, и если мы представим себе, что весь этот мир, который по сути является колебанием частиц, мы наблюдаем мозгом, который тоже колебание частиц, то мы в какой-то момент поймем, что колебания частиц всего лишь изучают колебания частиц, вот, и что понять, как работает реальность, это достаточно простое дело, и современные приборы, они уже начали позволять это делать. Один из невероятных, запредельных с точки зрения обывателя экспериментов, которые я провожу в своей лаборатории, это эксперимент, связанный с частотами мыслетворения. Вот кажется, что это какая-то тоже такая запредельная фантастика, но на самом деле в тот момент, когда, например, почему мы с вами пообщаемся и потом через 5 лет где-то пересечемся на улице случайно и узнаем друг друга. Почему это произойдет? Потому что в тот момент, когда мы общаемся, у нас образуются нейронные связи по поводу того, что мы общаемся. Да? И эти нейронные связи, они лягут куда-то и будут лежать там до поры, много лет. И в тот момент, когда нейронные связи образуются, происходят определенные, нейронные связи образуются в определенных частотных диапазонах. Если знать эти частотные диапазоны, то можно затормозить образование нейронных связей, разрушить нейронные связи или укрепить нейронные связи. То есть это, простая инженерия, простая физика. Звуки это имеется в виду? Или вообще просто вот... Просто вот эти усики, дендритики, когда соединяются, в этот момент им можно помешать. И вот если я помешаю этим дендритикам, да, то вы меня потом больше никогда не узнаете на улице, потому что, просто не соединилось. Вот. Но если говорить о моем эксперименте, то эксперимент, он гораздо проще, гораздо примитивнее, с инженерной точки зрения гораздо более объяснимый, но очень чудесный с точки зрения обывателя. То есть, когда я попадаю в частоту, у меня специальный генератор на этих частотах,
достаточно тонкие частоты, высокие. И когда мы попадаем в частоту зрительного нерва человека, то какие-то предметы меняют свой цвет. Например, вот мы сидим с вами сейчас, да, на мне там серый пиджак. Я нажимаю кнопку, он становится синим. Вот. Для вас он становится синим. Для всех остальных он будет серым. Да? Ну, А это это вот у интересно. человека так вот тоже может быть настройка собственная, да, какая-то другая, у Частота. каждого У всех своя, своя да. частота. У глаза своя Мгм. частота, у зрительного нерва своя частота, у зрительной коры своя частота, у глубинных кортексов своя частота, у всего своя частота. То есть мозг — это просто такой специальный прибор, созданный природой, который умеет эти частоты считывать и генерировать. То есть мозг — это просто большая телевизионная станция, которая принимает сигналы и отправляет сигналы. Больше мозг ничего не делает. Вот. А я тут недавно слушала видео, завирусившееся там, Мгм. в соцсетях, Мгм. и там показывают звук, который говорит, то есть там говорят, вот сейчас вы услышите, у кого Мгм. низкие частоты, вы услышите одно слово, Да, у да. кого высокие частоты, вы услышите другое слово. И я включаю этот звук, и там те, у кого низкие частоты, то есть они слышат слово laurel, Да-да. а другое, те, у кого высокие частоты, они слышат слово "ени". То есть это вообще разные звуки, Да, разные зв да. И я слышу слово "ени". Потом на следующий день я вот не понимаю, как там люди могут слышать "лорел". Мгм. Потом на следующий день я даю дочке своей послушать. Она говорит и включаю еще раз, и слышу в этот раз уже "лорел". А я говорю: "А ты что слышала?" Она говорит: "Я слышу "ени". Мы с ней чуть там не поругались вообще из-за этого. Я говорю: "Ну, это невозможно. Если бы я до этого не услышала Да-да. что-то по-другому, да, то бы я бы, наверно, в это не поверила". Laurel, laurel, Есть целая Да. наука, называется психофизика. Психофизика звука. То есть это наука, которая изучает вот эту особенность, да. Ну, на самом деле, с точки зрения нейробиологии это объясняется очень просто. Мозг, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не трогает напрямую. То есть вот, когда мы слышим звуки, то мы не слышим те звуки, которые звуки в природе, да. То есть это мы так думаем, что мы слышим там звуки природы. На самом деле, звук ударяет по барабанной перепонке, по молоточкам. Молоточки, теребят там нервишки какие-то, да. Эти нервишки декодируют сигнал в нейронную там цепь, да. И мозг, он просто создает некую звуковой слепок того, что было. Мы научили его, что это называется звуки. Иногда мы даже слышим не сами звуки, а их источник. То есть, например, если птица запела, то мы идентифицируем звук пения птиц с птицами, и только потом слышим звук птицы, да. И многие звуки мы додумываем из опыта, хотя на самом деле та птица, которую мы слышим, она вообще поет по-другому. Вот, ну и самый, наверное, интересный момент в этом плане, да, я вице-президент винилового клуба, и вот когда собираются настоящие ценители музыки, так называемые меломаны, да, это отдельное смешное вообще зрелище. Почему? Потому что а, колонка, которая, ну, звуковая, да, которая стоит $1 000 000, она всегда звучит лучше, чем колонка, которая стоит $50 000. Ну, однозначно, да. Да, да, но по факту, если мы ставим приборы, то разницы нет. Мгм. Вот, это, и, кстати, там есть такой момент, называется слепые тесты. Так вот, слепые тесты не просто иногда запрещены во время презентаций, а делать слепые тесты считается мувитоном, так же, как и среди сомелье слепые тесты вина — это считается мувитон, потому что часть то есть дегустация — это часть винного искусства. То есть если мы... Все почему? Потому что на слепых тестах никто не может понять разницу. Ни сомелье,
ни какой-то там супер меломан, да, они разницу не могут понять, если тест слепой. А вот если тест не слепой, если человек понимает, что он слушает, что он пьет, тогда да, тогда у него и букет раскрывается, и все И остальное. название вина уже букет приукрашает Да, просто, да? да, конечно. Суть именно в этом, что Все вместе. когда вы просто едите пирожное, то вы просто едите пирожное, да. А вот если вы едите пирожное с видом там на Бурдж-Халифу, и оно украшено золотом, и принес его какой-то суперповар, и еще это происходит в компании там человека, который вам приятен, то это совершенно другое пирожное. И это пирожное ляжет в вашу память на всю жизнь. То есть оно будет эталоном вкуса, например, да, и есть очень много экспериментов. Английские ученые любят экспериментировать в этом плане с детьми, да. У нас запрещено, они любят. Вот. И очень много экспериментов, когда детям нарочно давали невкусную еду несколько недель подряд. И потом у них сформировался вкус к невкусной еде, и они не могли есть вкусную еду, считая ее невкусной. Это вот такой очень интересный феномен. Это, кстати, я тоже замечаю. Сейчас же очень много мам, которые хотят, чтобы их дети там брокколи ели, Да, 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 сухофрукты и все остальное, и они им не дают пробовать больше ничего. да, да, да. И они для них вот, они из этого, видимо, выбирают, что повкуснее, и для них это потом становится очень вкусно. Да-да-да. Ну, у меня вот мой товарищ, он занимается здоровым питанием, ну, прям фанат этого дела. Он дважды кандидат наук пищевых и так далее. То есть все по полочкам у него разложено. И вот он делал кухню, русскую кухню настоящую с печкой. Он печку купил такую прям. И вот эти полба в горшке и так далее. И вот он делал такие гастротуры для небедных людей, вот попробовать настоящую исконную русскую еду. Вот. И он говорит, они после меня, вот они тут помучаются пару часов, да, я им там рассказываю про все это полбу, мясо без соли парное, еще что-то, да. И вот они, говорит, помучаются у меня 2 часа, и смотрю там прямиком в Макдональдс, потому что это уже Это уже не дети, настоящая, да, да. настоящая еда, она ужасная на вкус, она не соленая, она, ну и так далее. Поэтому... Понятно. Ну, сейчас стало понятно вообще, чем вы занимаетесь, да, какие у вас есть как бы такие очень интересные исследования способностей и вообще багаж знаний. Как к чудесам пришли? Как пришел к чудесам? Ну, у меня была пара моих таких моментов невероятного воплощения, да, то есть когда... Сейчас будут такие термины, знаете, вот они пока не очень научные. Например, термин воплощение. Вот что такое воплощение? Это когда что-то появляется из ниоткуда. То есть оно не должно появиться, но оно появляется. Да, и появляется оно потому, что ты этого очень сильно хочешь. Вот. И первые мои эксперименты, они были больше эксперименты. Я вообще, знаете, наверное, верующим стал. Верующим вот не религиозных канонов, да, верующий. Ну, я православный, там, крещеный из детства, но я не то, чтобы я верующий вот как по канонам, да, но я верующий в некое чудо, в некое воплощение, да. А, Как это работало в моей жизни? Значит, я созваниваюсь там с человеком, с партнером. Мы занимались приборами. У нас приборы, значит, и у нас есть один американский прибор. Был один американский прибор. Мы его вот так носили 4 руками, потому что, не дай бог, потому что это единственный прибор нормальный, который у нас был. Вот. И, соответственно, происходит такая история, что нам нужно их 3, а он у нас один. И я пишу, значит, к производителю, и он говорит, да вы что, мы в 2011 году закончили их производство. То есть, ну, точно нет. И я пытаюсь найти его где-то там на eBay, еще где-то, и не могу найти. То есть, а мне их нужно 3. Ну, понимаете, да? И вот в моменты вот такого максимального отчаяния у меня есть методика к такой концентрации, где я прибегаю к неким силам Вселенной, не знаю, как это правильно объяснить, но я отправляю вот этот сигнал, и там задача, ну, прям вовремя расслабиться, да, и вот, да, и отпустить, вот.
Но в моем случае, отправляя сигнал, я все равно понимаю, что это невозможно, потому что невозможно никогда. Да? Вот. Сейчас я тренируюсь на лампочках, это очень интересно, то есть вот просто отвлекусь, но это в ту же кассу, да, то есть я научился на лампочках тренироваться. Вот я стою, смотрю в окно, и где-то там вдалеке стоит высотное здание, и на высотном здании 4 красных лампочки. И я думаю, вот могу ли я силой своего желания погасить одну из них, например. И потом думаю, ну какой же бред, ну почему она должна погаснуть, это лампочка, это же, ну, это невозможно. И все, и ты отпускаешь, и потом я пошел там, выпил чая, да, возвращаюсь, а она не горит. И я даже так поменял ракурс, думаю, может быть, это там ветка ее какой-то закрыла. Нет, не горит. И вот в том случае, да, была такая же история. Я просто убедил себя, что это невозможно, потому что невозможно никогда. Позвонил партнеру, сказал, что производитель ответил, что приборов нет и не будет. То есть их завершили на eBay, я тоже их не нашел. Я говорю, берем паузу неделю, будем думать, где, что, как, может быть, что-то свое там. Ну, в общем, будем думать. И вот только я ему позвонил, вот чудеса, они тоже, вот Дед Мороз, он не приходит как бы обычным способом. Дед Мороз тоже, вот колокольчики должны звенеть, да, какие-то мигалки мигать, то есть он обязательно как-то празднично приходит. И вот здесь та же история. Я с ним только поговорил, это было жаркое лето, работал кондиционер, я с ним поговорил, кладу трубку, и у меня, ну, кондиционер, и там розетка, у меня бахает розетка, вот так прям искрит. Взрывается, да? Да. Мгм. Я звоню электрику нашему, говорю, так и так, ну, здание обслуживают. Я говорю, пожалуйста, у меня тут что-то с розеткой, кондиционер, говорю, вырубился, придите посмотреть. Он говорит, да, сейчас приду. Он приходит, электрик, со стремянкой, в халате, значит, и лезет делать кондиционер. Вот, делает кондиционер, все нормально, спускается и видит у меня вот этот американский прибор, точнее, коробку от этого прибора. И он говорит, а это ваше? Я говорю, да, мое. А я думаю, говорит, чье это у нас там лежит в подвале? Говорит, вам оно надо? Я говорю, очень. Он говорит, пойдемте, заберете, а то мы, говорит, хотели уже выбрасывать. И я иду за ним в подвал. Это, ну, как это выглядит, я не знаю, вот вы понимаете, да, состояние человека в этот момент. Я иду в подвал, и там стоят 7 новеньких приборов в сумке такой, знаете, клетчатая сумка такая вот, челночная, да, 7 новеньких приборов в этой сумке, и они там стоят с тех лет. Ну, если учесть, что производство закончено в 2011 году, я это вижу в 2021 году, ну вот 10 лет, не меньше, они там стоят в этом подвале и ждут моего пришествия. Да. Дед Мороз теперь сходит с такими сумками, да? Я сфотографировал партнеру. И, ну, просто, понимаете, как бы сказать, вот меня часто хейтят на тему того, что это все ерунда, это все ты придумал, выдумал, совпало. У нас со студентами на курсе именно такая шутка, когда мы встречаем чудо очередное, мы говорим, ну, просто совпало. Мы так переглядываемся, да, и все понимают, что, ну, да, просто совпало, так легче жить, так легче отмахаться от хейтеров. Просто совпало. Но как бы я сейчас уже, в чем часть моей научной деятельности состоит, что так как я предугадываю появление этих чудес, так как я уже знаю, когда они начнут случаться, я делаю видеоархив, ну, то есть я делаю видеодокументирование. Ну, если я понимаю, что сейчас вот это может совпасть, то я просто делаю видео, как это совпало, что это не подстроено, что это никакие там не, соответственно, придумки, что вот факторинг, вот одна ситуация, вот вторая, вот из последнего. Да? Ну, это то как раз то, что вы приборами это все пытаетесь Да. показать. Вот из последнего, из того, что, слава богу, у меня записано на видео. То Мне есть, кажется, я потому что... видела. Да, Нет, это расскажите. не Не публиковал было? я, это архивная запись. Вот, у меня есть там математик один, инженер. Мы работаем там с ним над формулами. Вот, он краснодипломник, Бауманка, все дела. Ни во что не верит. Ни в Бога, ни в черта, вообще ни во что не верит. Очень скептик такой невероятный. Вот, но задачу решить не может.
Вот. И я ему говорю, слушай, ну давай подключим высшие силы. Вот. Ну, без дураков, я говорю. Она говорит непрерывный текст, но в этом непрерывном тексте иногда есть здравое зерно. Я говорю, ну, просто она своим влиянием, возможно, даст тебе новое видение какое-то, что-то еще. Ну, он, конечно, посмеялся, говорит, да, конечно. Ага. Вот. А она мне говорит, ну, некто экстрасенс, она мне говорит, слушай, он негативный, он, ну, как бы он не хочет меня слушать, лишает меня энергии, нафиг он мне нужен. Ну, короче, они так вот не поладили. Я говорю, ну, твой талант, удиви его чем-то, ты должна его чем-то удивить. А как у нее работает вот это все? Она просто обращается к кому-то, она не знает, кому мы это сейчас изучаем, кто это, к кому она обращается. Она обращается к кому-то, и те говорят, что делать, и все. И, как правило, оно так получается. И вот она у них спрашивает, говорит, что делать? Они говорят, бери бумагу, пиши цифры. Она берет бумагу, пишет цифры, там 9 штук, говорит, вот это должно его убедить. И дает мне эту бумагу. Через 2 дня приезжает он, я ему говорю, слушай, тебе тут бумагу передали с цифрами. Но я думал, что цифры будут, ну, может быть, какие-то к формуле какой-то приложатся, да, он же все-таки математик, он же понимает, зачем ему Мгм. эти цифры, да, и так далее. Он сидит, у него меняется лицо, то есть он становится таким, знаете, очень напряженным, смотрит так по сторонам, и говорит, сейчас я тебе покажу. Достает телефон свой, это номер его отца, 9 цифр. Я говорю, ну какая вероятность, что она могла этот номер угадать? Ну вот с точки зрения Мгм. математики. Ну, тем более он скептик, он же, наверно, начал придумывать какие-то себе там Номер варианты. его отца не знает никто, Никто. даже я. Это Мгм. какая-то новая симка, короче, это типа Мгм. у них секретная там связь и так далее. Вот. Плюс этого события в том, что задокументированы полностью Всё на видео. оба Мгм. разговора, да, все случайности эти все задокументированы. Вот. Но я скажу так, что сейчас в мире десятки тысяч задокументированных фактов, которые никто никак не может объяснить. Ну, кроме как просто совпало. Но эти совпадения, то есть наука, смотрите, я считаю, что мы находимся на переходе, нас ждет наука 2.0. И наука 2.0 это наука, которая, даже уже, наверное, 3.0, это уже наука, которая будет понимать, как устроен мир. Потому что пока что наука знает только, как устроены отдельные события, отдельные явления. И то не до конца. Вот если брать медицину, да, то каждый первый случай уникальный. Да, то есть как бы они пытаются применять протоколы. Ну, у меня просто есть в области медицины много чудес, хотя я не целитель, я не люблю, когда ко мне начинают с болячками приходить. Но тем не менее, то есть очень много есть чудес, когда доктора дают препараты один за другим, ничего не работает и так далее, а человек просто, ну, делает что-то совершенно не связанное, да, с лечением и выздоравливает за одну ночь, да. То есть вот самое интересное, наверное, в области медицины чудо называется биологическая шизофрения. То есть есть люди, у которых, например, диабет, но этот диабет у них каждые 3 или 5 часов. То есть вот смотрите, мы берем у него анализ, у него диабет, он конченый диабетик, у него там сахар 10. Через 3 часа мы берем у него анализ, у него полностью в порядке кровь, он полностью нормальный человек. Это называется биологическая шизофрения. То есть Или кот Шрёдингер. или у человека меняются параметры, да, состав крови, по настроению, по желанию, там дальше это надо психологию изучать этих процессов, но тем не менее, да, то есть это научный факт, в медицине установленный, поэтому в некоторых случаях анализы берут там нарочно, среди ночи будят человека и так далее, чтобы понять, что происходит. Хотя с точки зрения физиологии, например, и с точки зрения обмена веществ, да, метаболизма, сахар не может меняться быстро.
Он То есть должен это тоже меняться долго. научное исследование уже, Да, да. да. То есть, а чудо в том, что он меняется за 5 минут. Ну, то есть, как это происходит, никто не знает. И они говорят, ну, мы пока не знаем этого. И наука, сейчас наука очень часто, у них такие отговорки, что мы просто не знаем, мы просто не знаем. А потом, когда камеры выключаются, они говорят, да мы знаем, нам просто нельзя. И все. Вот такая история. Можно я еще расскажу вам свое чудо? Вот с этого момента тоже у меня такие много, наверное, осознаний произошло, да, потому что это чудо такое из медицинской точки зрения, и ну, много было там у свидетелей. Хотя, как обычно, там все говорят, что совпало, но сейчас расскажу, и даже интересно ваше мнение. А, у меня дочка есть, ей 17 лет, и до того, как ее родить, я прям очень сильно хотела ребенка. То есть, ну, у меня хорошая семья на тот момент, прям вот желанный ребенок. И мы вот все делали для того, чтобы она у нас появилась. И в какой-то момент я там проверяю все эти тесты и смотрю, какая-то полосочка не очень. Ну, вроде есть, вроде нет. То есть я к врачу. И сажусь я такая радостная, то есть там кровь сдала, мне показывает тоже, что непонятно, вот на пограничных каких-то состояниях. И вот я уже там прихожу на УЗИ, мне начинают смотреть, и я пришла в клинику, где вот я обслуживалась по страховке Мгм. от работы. И меня смотрят и говорят, извините, мы вынуждены вас расстроить, у вас внематочная беременность. То есть вот она четко видна, то есть это все видно. Я, значит, не поверила. Я говорю, не может такого быть. Я говорю, перепроверьте. Они говорят, не бывает ошибок. То есть это все точно. Нужно срочно ехать в больницу, делать операцию. А, я, значит, поехала к другому доктору. У меня есть свой доктор, который там меня не под страховки обслуживает, а вот который я доверяю. Я к ней приезжаю, она смотрит и говорит, Таня, ну как бы все, никак. Я говорю, точно? Я говорю, это 100%. И я такая расстроенная, потому что там после внематочной беременности очень долго нельзя еще там, и вообще там есть ли шанс потом забеременеть, то есть таких куча всяких моментов. И я, значит, и она прям туда вызывает мне скорую, меня увозят в больницу, меня привозят в приемный покой. В третий раз мне делают УЗИ. В третий раз мне показывают, ну, они смотрят, все там, утром у вас операция, то есть все у вас там это. И я всю ночь думаю о том, что, ну, как такая немножко расстроена, такая прям вот, и начала молиться. Ну, вот просто я так хочу ребенка, так хочу ребенка. Ну, вот пусть хотя бы вот что-то произойдет, чтобы он потом у меня появился, чтобы все было в порядке. И со мной в палате лежала девочка. И она так тоже плакала там что-то всю ночь. А я прям такая, ну ладно, как будет, так будет. Ну, пойду на операцию. И слава богу, доктор перед операцией меня в 4-й раз приводит на УЗИ и смотрит и говорит, а у тебя там ничего нет, у тебя все в порядке. У меня мурашки, я Да. обожаю эти истории. И я такая говорю, как нет? Я говорю, я же спрашивала, ну, говорю, может ли быть ошибка? Я говорю, а что это вообще было? То есть, ну, я уже все, я уже подготовилась, уже смирилась со всем, думаю, ну, потом, когда-нибудь потом. Он говорит, ну, просто гормональный сбой. Я говорю, ну как, 3 врача, 3 УЗИ на разных аппаратах, в разных клиниках, и все мне сказали срочно на операцию. То есть и там прям вот было ну, видно, что вот это вот пятнышко, да, которое там не там, где надо. И он говорит, ну, мы вас еще поддержим, понаблюдаем, ну, просто ошибка. То Я, есть, я да. называю это переход. Я называю это переход. Просто у меня тоже есть у человека, ну, вообще как бы вот эти истории, я почему тоже занялся, ну, пока это, наверное, больше искусство, чем наука, но тем не менее, с научным подходом я анализирую истории, и у всех таких историй, у всех таких чудес, в вашем случае это чудо чудес, потому что это связано с рождением ребенка, да, связано с ребенком, это всегда вообще отдельное со Через звездочкой. месяц я Да. узнала, что я беременна, и в этот момент еще, когда я еще не знала, что я беременна, ко мне в комнату начали заходить голуби с Мгм. улицы. Не просто залетать, вот так заходить каждое утро. Как только я узнала, что я беременная, все, перестали. То есть, ну вот как бы для меня это прям такое очень Но я хотел классное, да, сказать, что с чудо. точки зрения науки мы уже имеем, у меня уже есть этот сценарий, у меня же там курс есть, там Мгм. чудология называется, да, там я авторское право взял на это слово. Вот. Собственно, идея какая? Вот вы рассказали, у меня есть, ну, минимум 8 задокументированных таких же чудес, и все они произошли по одному и тому же сценарию. То есть некое уверенное подтверждение того, чего не может быть,
потом некая неистовая молитва и неистовое вот это вот желание человека, чтобы было по-другому, и потом такая же совершенно неожиданная, такая вот... у меня человек, значит, у него онкология, его готовят к операции, все плохо, говорят, там не затягивай, там все, значит, время идет на часы, да, он там бегает по нотариусам, пишет завещание, да, там ему реально становится хуже, он там распухает лицо, то есть, ну, понимаете, да, вот это все происходит, вот, и потом, ну, чуть ли не в день операции, да, доктор, значит, он говорит, а я не вижу, ну, то есть, ну, там опытный какой-то хирург, да, и он говорит, а я не вижу, ну, у вас вообще какой диагноз? Он говорит, ну, у меня вот, он говорит, ну, это не ваш диагноз. Он говорит, почему? Ну, у вас вот это, ну, я не вижу этого. Что выясняется? Выясняется, что он полный тезка другого больного, и компьютер просто, ну, перепутал номерки вот эти вот, которые, ну, там, когда мы приходим в регистратуру, нам выдают карточку, и вот компьютер что-то там перепутал, и его 2 недели готовили к операции, ну, не по его показаниям, а он здоровый человек. И Какова вероятность, да, вообще такого совпадения? представляешь, да, и он говорит, я выхожу на улицу, и я понимаю, что я только что как будто бы вот про ветки Мгм. реальности, да, он говорит, как будто бы выхожу в другую жизнь, в другой мир. Я понимаю, что произошло невероятное чудо, чудо чудесное, да, и я вроде как понимаю логику, как это сделано, но я понимаю, что это только для меня, это только я мог так. Потому что если бы я сдался, если бы я смирился, то все, я бы остался в той ветке реальности, и это была бы моя операция и моя скоропостижная, так скажем, никчемная жизнь, да. Но я как будто бы перезагрузил вот этой верой себя, да, и я вышел в новую, просто в новую жизнь. И вот эта идея, она тоже не покидает мой мозг, да, то есть что мы действительно какими-то моментами, у меня просто есть чудеса более такие, ну, технического плана Мгм. чудеса, да, и там сплошь и рядом мы ловим вот этот феномен сдвига во времени, сдвига в пространстве. То есть Мультивселенная, да, вот у получается меня там? есть девушка, да, у нее тоже там куча свидетелей. 3 раза в жизни, 3, не один раз, 3 раза в жизни она зачем-то отходила в сторону, и в этот момент что-то происходило на ее месте. То есть там падал балкон, проносился мотоциклист и так далее. То есть просто она зачем-то, она говорит, мы ее почему исследуем, потому что я с помощью приборов, в том числе Ну, у меня мы вот такое часто мы бывает. диагностируем вот эти вот все волны, внутренние, внешние, да, то есть я пытаюсь понять, вот эта смена реальности и как она происходит, откуда она берется, какие параметры в этот момент меняются. Потому что очень много свидетелей, которые говорят, что запах меняется в помещении, свет. Вот у меня есть несколько, даже уже, наверное, 5 точно, может быть, до 10, 5 точно. 5 свидетельств, когда у человека было ощущение, что реальность сначала плывет, вот волнообразно, да, а потом как будто бы он говорит, я начинаю понимать, что вот эта картинка, которую я вижу, она как будто бы на жалюзях, и жалюзи начинают открываться, и я начинаю видеть другую картинку, то есть как будто бы, пространство сквозь пространство, да, и когда это один рассказывает, то это как бы, как будто бред, да, там, шизофренический. Но когда это рассказывает несколько человек по совершенно разному поводу, люди с образованиями, совершенно здоровые, совершенно, собственно, нормальные, да, вот. И это еще один парадокс, который мне не дает покоя, этот парадокс. Под видео с подобными историями всегда есть сотня-две людей, которых было то же самое. То есть это получается огромного масштаба чудеса огромного масштаба, давайте их аномалиями назовем, да, то есть аномалии физики, аномалии реальности огромного масштаба. Но на всех уровнях делается вид, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вплоть до того, что я говорю так, знаете, если они говорят,
а что если вот высадятся инопланетяне там и так далее? Я говорю, вы знаете, даже полиция выезжать не будет. Ну, то есть они спокойно успеют переодеться, пообедать и разойтись по домам, потому что, ну, наше общество, оно находится в таком как бы конфликте восприятий, да, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. И я сейчас еще коллекционирую, помимо этого, я коллекционирую еще научные факты, настоящие научные факты, и реакцию научного сообщества на эти настоящие научные факты. Ни одно, вот, ну, я, конечно, огульно, но скажу так, что похоже, что ни одно изобретение, ни один научный прорыв вначале не был ни замечен, ни экспертным советом принят, ни каким-либо образом поддержан. То есть все, чем мы владеем, все, чем мы гордимся как цивилизация, было сделано шизиками где-то в подполье, да, через чудо и молитву, понимаете? То есть и вот странно тогда, вот И все равно не верят. чем занимается, да, большая, мощная, 30 триллионов потрачено Российской Академией Наук за современную историю России. Вот современная Россия минус 30 триллионов потратила Академия Наук. Что она сделала для этой страны, для нашей страны? Что она сделала? Давайте вот отчет посмотрим. Да? Все, на чем мы едем, это достижение наших отцов и дедов. Все, на чем мы едем на технологиях 60-х годов. Вот у меня студент уехал к Илону Маску, они делают нейрон-линк. Да? Это специальный такой саморез, вкручивается прямо в голову, и у вас есть возможность управлять всем дистанционно силой мысли. То есть вам не нужно больше кнопки нажимать, у вас все... умный дом, умный автомобиль. А вы говорили вот как раз... И она, вот да. я мысль, да, что она выглядит как запредельная фантастика, а это открытие нашего института 60-х годов, 1960-х годов. А как это называется? Ну вот тогда, как это называлось? Ну, Технология. это какой-то нейроинтерфейс, Мгм. там разновидность. Ну, как-то это называлось, просто уже теперь все Просто немножко его в мире ином, кто знает, как это называлось. в инновации перевели, да, но в целом Да. это уже... Вот Жарес Алферов, это же он изобрел инфракрасные лучи. Вот весь мир сидит на этих пультах дистанционного управления, и мы такие, вау, какая чудесная история, да. А эта история, она в 20-е годы прошлого столетия, то есть 100 лет назад она была известна. Электроэнцефалографией мы 100 лет отмечали в прошлом году. 100 лет электроэнцефалографии отмечали в прошлом году. Но у нас, знаете, люди, они понимают, что есть даже Wi-Fi, который мы не видим, но почему-то не верят в энергии и в какие-то вот все Моя эти любимая вибрации. шутка, да. Да, то есть по Wi-Fi мы сидим, а в эти вещи мы не верим. Причем те, которые мы даже уже сами увидели. Нет, совпало, нет, это что-то Вот там. я объявил в прошлом Да. году, выступал на форуме медицинском, объявил новую историю, да, кибернейромедицина, то есть это как раз вот устройство, которое... Там сплошная радиофизика, там нет никакой магии, никакого шаманства, тут просто прибор. Он излучает импульсы на частоте тех нейронных центров, которые генерируют иммунитет, клетки иммунитета, которые выделяют. Вот, собственно, это такой принудительный иммунитет, да, стимулятор иммунитета. И вот я сам без таблеток живу весь год, у меня ни одного чека из аптеки. У меня там семья, друзья, там у нас уже мы тут итоги года подводили, 18 семей живут ни одного чека в аптеке, да, то есть хотя до этого ребенок болел там 6 раз в году с антибиотиками и со всеми делами, да, но думаете, была какая-то реакция типа «Ура, давайте что-то»? Нет, конечно, нет. Ну, то есть, мало того, я в академии выступал этой медицинской, и мне говорят, этот прибор будет, он не будет стоить. Я говорю, сколько стоит прибор? Я говорю, ну, долларов 100, если производство, ну, там, осилит, да, там. Они говорят, не может он 100 долларов. Он, когда сертификацию пройдет, он будет 10 тысяч долларов стоить. Ну, то есть, как бы, и у нас тоже такая тема есть, ну, можете потом вырезать, если не зайдет. Я знаю ребят, молодые ребята изобрели препарат, ну, фармацевтический. Так вот, они уехали в Монголию, там его сертифицировали, там его производят, и наше Министерство здравоохранения его оттуда закупает. И это было проще, дешевле и быстрее,
чем сделать это все то же самое у нас. То есть вот такой парадокс. То есть мы монгольские препараты закупаем с удовольствием и быстро, индийские, монгольские, да, там какие-нибудь румынские. А чтобы тот же препарат сделать у нас, нужно пройти лабиринт в 10 лет, потратить миллионы долларов, и не факт, что ты вообще, ну и так далее. Поэтому и вот по поводу чудес, знаете, даже когда ты принесешь это чудо на блюдечке, вот так, и даже если это чудо будет, знаете, какой-нибудь маленький гномик, он будет бегать по этому блюдечку, и его сначала будут пытаться убить мухобойкой, чтобы он не противоречил каким-то канонам, и чтобы все были довольны, и чтобы не пугать население, да, его сначала будут попытаться уничтожить, и только потом, если не смогут уничтожить, то может быть, они согласятся с тем, что он действительно существует. Поэтому за 20 лет вот таких атак на ветряные мельницы я принял решение и понял только одно. Сидишь ты у себя в кабинетике, чудотворишь потихонечку, и слава богу, что живой, как говорится. Вот. Ну, Такая была страничка да, у политического нас тут был юмора. Да. просто философ на выпуске про то, как выбрать Бога, и он сказал очень классную фразу, то есть один в поле воин. То есть поэтому, Да, если да, он по-русски скроен, да. да, мы У меня каждый идем ребенок, своим. я с Мгм. ребенку помогал сделать доклад на эту тему, откуда взялась эта фраза. Это фашистский генерал сказал эту фразу на могиле нашего артиллериста, который один с пушкой остановил целую дивизию. Он просто ее перекатывал с места на место, и они думали, что их там целый батальон, а он один был. И вот когда они его хоронили с почестями, он сказал, что и один в поле воин, если он по-русски скроен. Так что у нас есть все шансы Да, да. на большие достижения. Хочу еще спросить. Вот эта вот теория, которую мы уже упомянули сейчас, мультивселенной, Мгм. она же все-таки научная, Да, то есть полностью. абсолютно Доказанная, научная, доказано. доказанная. Вот я уже договорилась с астрофизиком, Мгм. который должен прийти к нам тоже рассказать какие-то новости. И как это все, почему тогда непонятно, что вот к этому это все и относится, к этой теории? Ну вот, по крайней мере, те чудеса, которые мы сегодня с вами обсуждали. Это очень сложно. Я в Мгм. ЦЕРНе 6 лет работал. Это очень сложная история. Ее очень сложно даже на доске нарисовать. У нас там стояли, во-первых, все стены были деревянными, черное дерево стены и ведра с мелом, ведра. То есть, чтобы это объяснить, Чтобы сразу, если мысль приходит, нужно было, да, там да, вот они в там моменте. сидят, матерятся, ругаются, все с бородами, пепельницы в партах. Все можно. В этой аудитории все можно. Это супер аудитория, да? Вот. И да, это сложно объяснить. Я могу попытаться, но это на самом деле не знаю, насколько это зайдет. Ну, в общем, суть такая, что мы используем модели, мы не знаем, как оно на самом деле, мы используем модель. Например, планетарная модель атома. Что означает планетарная модель атома? Что однажды подумали, что а давайте мы договоримся, что атомы, они как будто планеты в космосе. Вот мы видим Солнце, вокруг него летают планеты. Давайте точно так же будет ядро атома, и вокруг него будут летать электроны. Вот это называется планетарная модель. Нет никаких атомов, никаких электронов, это просто модель для журналистов, чтобы объяснять. Понятно, То есть, да? понятно, что их никто не видел. То есть Да, их да. просто, Никаких атомов нет, никаких электронов нет. визуализировали. Просто с детства нам рисуют, что одно летает вокруг другого, чтобы мы, хоть как-то расслабились по этому поводу. Но самое важное, что упускается из виду, что расстояние между атомом и электроном, когда нам его рисуют на доске, то нам кажется, что электроны, они где-то вот тут рядом с атомами, и это вот какая-то такая кучная история, да. А расстояние между этими элементами, да, оно примерно в 10, в 9 степени больше, чем расстояние между Землей и Солнцем. То есть внутри атома столько места, сколько мы себе не можем представить, одного атома. А у нас тут целое тело, например. Да? Мгм. И вот идея такая, что в одной ДНК
памяти, ну, если пересчитывать на компьютерный язык, то памяти там почти 60 терабайт в одном ДНК, в одной клетке. Используется вот разница между мной и вами, если вот телесную брать разницу, да, ну, мало того, что вы женщина, я мужчина, да, так еще у нас и рост разный, там, глаза разные. Вот эту всю разницу математически можно описать 128 килобайт информации. Все, просто 128 килобайт. На что уходят остальные 60 терабайт, никто не знает, но они там есть. В каждой клетке, в каждом нейроне. 100 миллиардов нейронов, 4 триллиона клеток. Содержат огромную информацию. Какую, никто не знает. Зачем, никто не знает. Как это все взаимодействует друг с другом, что такое зеркальные нейроны? Независимо от того, что мы делаем там ртом, разговариваем мы или там не разговариваем, наши зеркальные нейроны с вашими постоянно взаимодействуют. Но также они взаимодействуют с нейронами оператора и даже охранником внизу. То есть все нейроны живых существ образуют единое радиополе, я это назвал нейроэфир, но в целом это просто единое такое радиополе, радиочастотное, которое зачем-то существует, и зачем-то они все живые между собой обмениваются. Причем диапазон там такой, что расстояние не имеет значения. Квантовая запутанность — это туда же? Да, это туда же. Расстояние такое, то есть при определенной частоте расстояние перестает иметь значение. Ну, это примерно вот, чтобы для зрителей, да. Лошадь из Москвы в Санкт-Петербург бежала сколько там, неделю, да, или 2 кареты ехала. Сапсан едет 4 часа, да. Свет летит там за сколько-то там секунд. А если это не свет, то это еще быстрее. И вот чем быстрее, тем меньше расстояние. Соответственно, при определенных частотах расстоянием можно пренебречь, потому что это практически рядом. Но это про эти кротовые дыры сейчас речь? Да. То есть у меня есть такая моя конспирологическая версия, что вот эти все инопланетяне, которые якобы там к нам прилетают и так далее, ну, во-первых, это не инопланетяне, это мы же. Вот смотрите, моя простая теория такая. Если у нас с вами будут потомки, они у меня уже есть, у вас уже есть, то есть вот у наших потомков будут еще потомки, у тех потомков еще потомки, то, короче, в общем, рано или поздно они изобретут машину времени. Ну, точно изобретут. Пусть через 10 тысяч лет, через 100 тысяч лет, но прогресс будет, и они все равно ее изобретут. Раз они ее изобретут рано или поздно, то они уже здесь среди нас, и путешествие во времени – это не вопрос как бы научный, а это вопрос практичный. То есть зачем им и что они делают здесь. Поэтому все какие-то запредельные совпадения и чудеса, связанные с инопланетянами, никаких инопланетян, это наши ребята, которые по какой-то причине, может быть, там авария случилась, может быть, нарочно что-то хотели, да, и так далее. Больше того, у меня есть один контактер, он общается с инопланетянами, которые реально живут на другой планете, и через него я спрашивал, и инопланетянин говорит, да, у меня человеческая суть, то есть я по сути человек, просто я живу на другой планете, и тело мое немножко отличается от твоего, потому что ты живешь на Земле, у тебя там гравитация другая, у тебя там воздух другой. Я отличаюсь от тебя внешне, но я не инопланетянин, я тоже человек, у меня тоже есть точка воплощения, у меня есть Бог, у меня есть настроение, у меня есть жизнь и так далее. Вот, это вот о запредельных вещах, да, и, соответственно, про параллельные реальности та же история. Я думаю, что когда наши предки бегали вокруг костра или прыгали через костер, по сути, это карго-культ. Скорее всего, были порталы, через которые ходили друг к другу в гости и ходили, может быть, на другие галактики и так далее. То есть, смотрите, когда изучаешь частотные диапазоны, квантовые миры, запутанности и прочее, ты очень хорошо знаешь, что нет никакого стола. Есть просто так называемая мода, несущая частота, которая соединяет вот эти молекулы в некий предмет и удерживает их в пространстве. Так вот, если правильно навести правильную генерацию на правильный стол, то он просто исчезнет. Вот. А если еще больше над этим поработать, то можно поменять точку, позицию в пространстве. Вы помните в фильме «Кинзадза» там это выглядело как 2 такие сеточки. Он говорит, да ладно, нажимай. И вот они раз и в другом пространстве. Почему? Потому что действительно, изменяя частотный диапазон, мы изменяем и само восприятие того, где мы находимся,
и то, где мы находимся, оно тоже может измениться. Вот. Ну, по крайней мере, я уже повторюсь, в начале интервью сказал, что в моей лаборатории, вращая ручки, можно менять цвет предметов. Вот. Но это не значит, что предметы поменяли цвет. Это значит, что ты просто воспринимаешь их по-другому. Мгм. Пока что. На втором шаге они будут цвет менять. А вот эти, когда прошлые жизни, то, что мы перевоплощаемся, это тоже с этим связано? Это генетическая Да, память, здесь вообще да. ничего серьезного нет. Значит, на самом деле, да, есть понятие генетической памяти. Есть понятие кортексов. То есть вот кортексы, мозг это как луковица, и вот слои, да, рубашки, луковые рубашки. Неокортекс — это последний слой, вот самый современный, самый новый, в котором мы живем. Вот мы с вами пообщаемся и будем друг о друге какое-то время помнить. Вот, а после того, как мы пообщаемся, я еще поеду там на другое мероприятие, да, и чтобы поехать на другое мероприятие, мне нужно помнить, где моя машина, куда я поехал, правила дорожного движения. Вот это все нагружено вот в этом неокортексе. Но если мозг попадает в какую-то неприятную ситуацию, в какой-то тупик, неокортекс не сработал, то есть не хватило данных, да, энергия автоматически, она плюхается на кортекс ниже и забирается оттуда. Еще ниже, еще ниже, еще ниже. И там где-то в середине мозга у нас есть шишковидная железа, которая имеет такую же структуру, как обычный глаз. Она тоже стекловидная, только зрачка у нее нет. Ну, это, по сути, третий глаз. Это, Мгм. по сути, глаз, только он находится внутри мозга. Перестал работать. Он Да. работает, просто он работает по другим как Мгм. бы функциям. И, собственно, когда ударяется в него электричество, то, соответственно, он начинает гены распаковывать. Вот. А в генах там огромное количество памяти. И, конечно, ну, если вы знаете, есть такое понятие пренатальный период, когда эмбрион развивается, он повторяет все стадии эволюции, и это же есть и в нашей памяти. То есть, ну, мы же все помним. Вот. Поэтому понимание прошлых жизней, да, и когда люди вспоминают себя там на лошадях или с прокушенными головами, у меня есть один такой человек, у него была мигрень. Вот. Могу рассказать, если тайминг Давайте. позволяет. Я говорю, что в науке очень много вещей, которые сейчас как бы приближаемся мы к такому порогу, когда мы осознаем, что мы на 99% ментальные и только на 1% материальные. Вот когда мы это осознаем как по-настоящему, тогда будет наука 3.0 и будет настоящий прорыв в понимании природы вещей. Потому что, скорее всего, что мы все живем в симуляции, и, скорее всего, что мы каким-то образом, наше поведение, наши поступки, оно предопределяется. Ну, я не скажу, что оно как-то Богом там предопределяется, но точно, что есть какая-то высшая энергия, высшая, ну, как бы сказать, высшее поле, да, давайте так, полем назовем. Какой-то тонкий план, высший план, который так или иначе, как ветер в парус, да, он определяет какие-то наши вот поступки, события, да, и так далее. Такое может быть. Да, и самое интересное, что вот какими-то чит-кодами владеют люди, которые, ну вот, не то, что даже верят в это, да, а как-то идут по этому с легкостью. То есть, ну Да, вот, да, если вы да. заметили, да, что, ну, нет вот этого замороченности какой-то. То есть, ну, вот легко воспринимают там, ну, случилось что-то плохое, ну, окей, пошел дальше, да, и там ему какие-то еще там бонусы за эти вещи. Вот я человек перед вами, да, который, жизнь которого — это сплошное чудо, да, и у меня были ситуации в жизни, когда я достигал дна в плохом смысле этого слова, когда у меня не было вообще никакого шанса выжить, не было вообще никакого понимания, что делать дальше. То есть это огромные какие-то финансовые проблемы, огромные житейские проблемы, да. Я 4-й раз женат. Ничего себе. Это, да, для понимания, да, насколько сильно иногда мотает в жизни. Но всегда, во все времена я понимал, что вот эти твердые планы, вот эти как бы перипетии судьбы, так скажем, они вторичны,
по отношению к тому, что я об этом думаю и как я себя чувствую. И вот как будто бы, знаете, вот как тот барон Мюнхгаузен, который вытаскивал себя за волосы, да, вот у меня как будто бы вот эта невидимая духовная, так скажем, рука, вот эта рука волевая, уверенность, не знаю, как это правильно назвать, но она меня все время как будто бы спасала, и иногда, знаете, вот как курс биткоина, то есть когда уже все совершенно безнадежно, и люди плачут, и начинается паника, да, появляется, во-первых, кто-то, кто начинает это скупать, а во-вторых, появляются те, кто знают, что рано или поздно это будет наверху. И вот я сейчас, можно сказать, что я сейчас на каком-то таком определенном подъеме, да, и то, на каком я сейчас подъеме, я 2 года назад вообще не мог себе бы даже предположить. То есть вот как бы и вот это формирует во мне такой уже азарт именно ученого. То есть вот в этом смысле я не пассивный верующий, который там ждет манну небесную или там безмолвно, да, кротко молится там высшим силам. Нет, я в этом смысле уже азартный исследователь, который понимает, что у этого большого прибора под названием «жизнь» есть какие-то кнопки, есть какие-то рычаги управления, какие-то я задел случайно, и все получилось, какие-то мне кто-то помог нажать какую-то кнопку, и все получилось. Но в целом я хочу, чтобы был учебник. Я хочу, чтобы была такая мощная инструкция. Я, например, вот очень сильно жалею, что мне такие вот подкасты и такие вот ролики не показывали в школе, например, да, когда мне было мало лет, когда я еще не совершил 99% своих ошибок, да. Вот если бы мне тогда объяснили, что будет самым ценным в твоей жизни и что будет самым главным, и то, почему ты будешь идти правильной дорогой, да, ну, я бы, наверное, сэкономил бы кучу лет ошибок и кучу лет каких-то вот неприятностей. И тогда бы вы не стали самим собой, такой, который есть и который может это исследовать. Это же тоже путь. Или стал бы еще в 100 раз круче, понимаете? Вот я все время думаю, там, вот университет отремонтировал новый корпус, потратил 7 миллиардов рублей, да, новые кожаные кресла, новый проектор, новая штукатурка на стенах. Вы не представляете, что было бы, если бы я получил 7 миллиардов рублей 5 лет назад. Илон Маск – это просто ребенок, просто жалкий глупыш по сравнению с тем, чего мы могли бы достичь. Но я Но, думаю, еще к сожалению, вечер. я не часть бюрократической машины, и я не умею под ковром жить, поэтому… Вы же знаете вашу фразу любимую? Да. Так Да. что еще не Ради все. этого я с вами. Да, еще не все потеряно. Однажды может быть такое, Да. чего вообще не может быть. Минутка социальной элементальной нерекламы. Когда-нибудь я расскажу историю о том, как так получилось, что у меня есть не одна, не две, а целых 3 собаки. Таких разных, но таких моих. Они обогатили мою жизнь и наполнили ее режимом, ответственностью и, конечно же, радостью. И да, я считаю, что питомцы – это лучший тренажер для развития эмоционального интеллекта и раскрытия сердечной чакры. А еще прогулки с ними мне точно добавляют бодрости и помогают так незаметно прочитывать, точнее прослушивать, очень много аудиокниг. И все же сегодня хочу рассказать не про это. Сегодня я познакомлю вас с сообществом, где уже нашли свой дом более 100 выброшенных на улицу отказников-лабрадоров и близких собак к этой породе. Да-да, вот и я когда-то не знала и даже представить не могла, что от таких собак могут отказаться. Часто некрасиво и жестоко, но не будем сейчас о грустном. Важно то, как можно помочь и стать частью цепочки добра. Просто знайте, на страничке Лабродяга ищут новый родной дом отказники-лабрадоры разного возраста, разного цвета, каждый со своей уникальной историей предательства и, конечно, есть классные трепетные истории об обретении нового доброго дома. Кто-то прямо сейчас ждет в самом обычном приюте, кому-то повезло попасть на временную домашнюю передержку. Кто-то, обычно кто помоложе, быстрее находит дом, а кто-то может ждать годами. Все подопечные команды помощи лабрадорам прозрачны по здоровью, поведению, воспитанию. У каждого есть свой куратор, и все они пристраиваются в разные города, а иногда и страны. Так вот, чем же и как можно помочь и поучаствовать в судьбе этих добрых и классных лабродяг? Лучшая помощь всегда делом. Первое. Информация и ее распространение – это самая ценная помощь в таких делах. Репост с теплым душевным комментарием, рассказ знакомым и любая информационная поддержка.
Это всегда большой шанс стать судьбой для одной большой собаки. Второе. Всегда можно помочь волонтерской домашней передержкой до окончательного пристройства и обретения постоянного дома. Подробнее о такой помощи есть большой раздел в аккаунте Лабродяга, но и главное, возможно, вы и сами думали взять собаку из приюта. Возможно, и никогда не знали, что в приютах много собак разных пород. И вдруг кто-то мечтает о лабрадоре. И кому-то все же важно именно сделать большое доброе дело и взять из приюта, а не покупать. Теперь вы знаете, что такого важного члена семьи можно принять в свои добрые сердца и руки, даже если это огромный лабропес. Все подробности на страничке Лабродяга в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки в описании. И помните, репост – это помощь. Спасибо. Знаете, что хотела еще вас спросить? Ведь у нас в мире, и у вас я видела то, что вы рассказывали, и потом начала сама копаться, изучать, есть люди, которые вообще живут без мозга, либо там без какой-то основной части, Так и либо есть, да. без, ну, там вообще там какая-то там вообще от него оболочка только остается. И знаете, что мне еще нравится? Я очень люблю Черниговскую Татьяну, и мне нравится, что в ней она очень часто отказывается от своих вчерашних исследований. Она прям говорит, не нужно это слушать, я на Да-да. этом защитила там какую-то Да-да. докторскую, кандидатскую, правое, левое полушарие, это вообще не работает. Все, Да-да. забудьте об этом, а люди все равно вот доказали, Ну, да, значит, нужно на заблуждение, да. это ориентироваться. Как вообще с этим сейчас обстоят дела? Все то же самое. То есть нейрофизики, есть нейробиологи, есть физиологи. То есть, к сожалению, есть такое понятие, как инертность мышления, и есть такое понятие, как новизна, да, научная новизна. То есть есть вещи, которые открыты вчера. Из-за определенных препятствий мы об этом ничего пока не знаем. Поэтому вот я вам даю интервью, исходя из того, что я знал вчера, да, на вчерашний день. Вот. Завтра что-то новое, и если я узнаю что-то новое, значит, ну, я скорректирую свою точку зрения. Если не узнаю, не скорректирую. И, к сожалению, наш мир наводнен такими вот учеными с большими регалиями, с большими званиями, да, с большими возможностями, в том числе бюрократическими возможностями. Но эти ученые, они костные, они не развиваются, они Консервы. не читают новостей, не читают статей, да, и поэтому часто они продолжают транслировать заблуждения там 20-30-летней давности, и это, конечно, сдерживает их мысль. А если они публичные ученые, то и не только их мысль это сдерживает, да. Вот, например, нам журналисты придумали 10 гормонов, ну там дофамин, да, кортизол, все там жонглируют этими названиями. Вот их 10 гормонов нам выдали в эфир. И мы думаем, что этими 10 гормонами регулируется там мозг, да. На самом деле их 10 тысяч. 10 тысяч, это не шутка, разных гормонов. Но нам их не озвучивали, и нам об этом не говорили. И мы как бы не берем это в расчет, да. Вот. Но когда обыватель это не берет в расчет, это безопасно и, ну, просто грустно. А если фармацевт не берет это в расчет, понимаете, то у нас получается катастрофа. То есть у нас получаются препараты, у человека болит нога, ну, болит колено, да, и на нем давай экспериментировать. Вот тебе раз, вот тебе два, вот тебе три. В результате у него болело просто колено, теперь у него отвалились почки, печень и все остальное. И он говорит, ребята, а зачем мне здоровое колено, если меня вокруг этого колена уже нет, я уже развалился, я уже встать не могу, у меня головокружение, да? То есть у него там 90% симптомов не от колена, а от препаратов, которые ему дают, да? И вот это страшно, когда, ну, у нас наука, которая определяет выживание нации, находится в каком-то опоздавшем поезде, который вчера не пришел, да, и вот они в том поезде все сидят, и вот как в этом в стихотворении, да, Маршака, по-моему, этот, который сел в отцепленный вагон, да, что за хрень, опять перрон, да, и вот они все, вот этот перрон ждут, когда он тронется, а он уже все, уже сапсаны полетели, уже скоро эти аэромобили полетят, а они все еще там развязки строят, понимаешь, вот я говорю, почему у нас здания красивые и пустые, потому что мы здания строить умеем, а наполнять людьми нет.
То есть у нас нет понимания, да, что вот Россия не производит микрочипы и никогда в жизни их уже производить не будет. Потому что производить микрочипы — это 60 миллиардов самый дешевый завод стоит долларов, не рублей. Но завод это просто сарай с лампочками. А в этот завод еще нужны специалисты, подготовка которых это минимум 30 лет при определенном стечении научных знаний. А этих научных знаний у нас просто нет. И мы даже не знаем, что их нет. Не то, что мы там хотим их получить, мы даже не знаем, что у нас их нет. То есть мы в таком, это сферический конь в вакууме, да, что, ну, это, знаете, как соединить грустно и смешно одновременно. Помните, помните вот это театральный символ маска, да, когда половина лица злые, а половина добрые, да, вот тут у нас наука вот с такой маской ходит, то есть там перекошена инсультом, понимаете, поэтому идея тут вообще сложная. С точки зрения вот этих вопросов науки, развития науки, это невероятно сложно, невероятно сложно. Почему меня вот там иногда хейтят, что вот там он еще и продажами там занимался, он бизнесмен. Я бы не выжил. У меня в лаборатории мне проводочки никто ни разу на день рождения не подарил. Понимаете, у меня расходов я меньше, чем там 500 000 в месяц не трачу. Где я их беру? Вопрос. Да? Это жизнь. Иначе ты отстанешь. Ну, просто я понимаю, что если я сегодня-завтра не проведу вот этот эксперимент, я отстану, я не буду понимать, я не буду знать. А если я не буду понимать и не буду знать, то в чем смысл тогда моей жизни? У меня смысл жизни найти, как устроена реальность, и я найду. Это уже точно. Потому что пара вещей я уже нашел. Это очень круто, когда именно такое пассионарное идет движение к Меня своим вдохновляют, исследованиям. давайте Да. я вам расскажу имена, которые меня вдохновляют. Менделеев, Левенгук, Тесла, Резенфорд. Есть еще Гамалей. Вот наш современный ученый, да? Что произошло с Гамалеем? Знаете, что такое полиомиелит, да? Америка страдала от полиомиелита. Ну, мы тоже страдали, но они вообще, там была угроза нации, да, вообще буквально. Полиомиелит — это когда кости резко становятся хрупкими, и все, ничего нельзя сделать. В фильме «Форест Гамп» у мальчика были ортезы на ногах. Помните, он бегал в ортезах, ему лечили хрупкие кости, да? Это символ Америки того времени, да, то есть половина детей ходили с ортезами. Гамалей открыл формулу. Его выгнали из института, выгнали. Он с чемоданами собрал все пробирки, уехал на дачу, потому что он знал, что он прав. Он просто держался на том, что он прав. Он совершил невероятный поступок. Это, конечно, преступление с точки зрения вот обывателя, да. Он уколол вакциной себя, и когда у него аппетит проснулся на следующий день к обеду, он понял, что вакцина безопасна, и уколол вакциной свою внучку. Вот настолько он шел на такие жертвы. Да? Верил. Ну, Да. наверное, даже не верил, а знал. В Советском Союзе был фильм, я его нарочно храню, скачал, называется «Животные Левенгука». Кто такой Левенгук? Левенгук – кондитер. Кондитер, который увлекался увеличительными стеклами и хотел понять, что такое плесень. Да? И когда он увидел микробов, он первым увидел микробов в дождевой воде. Он назвал их животными, а как они выглядели, как животные, на ногах там бегают. Вот. Он поехал в Академию наук того времени. Академией наук того времени руководил Ньютон. Не посторонний человек для науки, да? Так вот, ему, во-первых, сказали, ты не ученый, ты кондитер, езжай домой. Во-вторых, издали указ по Академии наук, это исторический документ. Самым маленьким животным в мире считать там блоху какой-то коровы. Все. Не бывает меньше, не бывает. Что делал Левенгук? Он за свой счет, это человек, который изобрел микроскоп. Он за свой счет с этим своим микроскопом объехал всех этих князей, как их там, герцогов или как их называли. Он показывал и говорил, ты видишь это? Человек говорит, да, я это вижу. Все, хорошо. И он собрал эти грамоты с каждого этого барона, да, кого он там успел объехать. Человек подтверждал грамотой, что он это видел. Только потом они собрали ученый совет, поставили микроскоп,
и он попросил лично всех убедиться в том, что животные существуют. Их очень долго называли животными Левенгука, потом они стали микробами. Вот. Понимаете, то есть ничего, Дмитрий Иванович Менделеев так и не стал академиком. Да, и почему не стал академиком? Потому что Нобель на тот момент был руководителем крупнейшей импортерской компании, которая занималась импортом нефти бакинской из России. А Дмитрий Иванович он не знал, что нефти много, он думал, что она есть только там. И он говорил, не отдавать нефть. Топить нефть, камины топить нефтью – это все равно, что топить их ассигнациями. Он уже знал, что такое полимеры. Он понимал, что из нефти можно сделать полимеры. Это материалы новой эпохи, нового времени. Да? Это металл, который не ржавеет, да, и так далее. Вот. Ну и что? Нобель позвонил и попросил не давать Менделееву академика. Брат царя просил за Менделеева, да, такое письмо, прям там слезное брат написал, но царь занял позицию, что я не ученый, ученые сами по себе, я ничего не знаю, моя хата с краю, да. Вот так и не стал, трижды номинировался, трижды не стал академиком. Ну, про Теслу тоже все знают, да, то есть человек, который изобрел все, чем мы пользуемся, кондиционеры, троллейбусы, микрофоны и все, что мы знаем в этом мире, изобрел Тесла. Но умер, можно сказать, в гостинице нищим человеком, да? Почему? Потому что поругался с Морганом, то есть он предложил вот эти моторы переменного тока, а моторы переменного тока, они долговечные. А моторы постоянного тока, они требуют постоянного ремонта, да, то есть как бы А Морган, он был владелец медных рудников, и он сказал, ну, я продаю провода, а ты хочешь уменьшить их количество. Конечно, все, то есть не получилось. Вот. И в истории тысячи таких имен. Сикорский. Мы сейчас все вертолет, наш ученый Сикорский. Сикорский бежал из России. Бежал, потому что здесь его жестко не поняли. Да? Все его конкуренты, все его злопыхатели получили во владение заводы самолетостроительные. А ему сказали, что вертолет – это какая-то ошибка природы, и все, и мы тебя еще и расстреляем, как врага народа, да? Ему вот это интересно, я историю Сикорского, он уехал в Америку. Кто был его первым спонсором? Первым спонсором его был Рахманинов. Композитор. Да. Он ему поверил, просто поверил как человеку. А кто у него собирал первый вертолет? Они купили курятник заброшенный где-то там задешево. И первые работники были иммигранты из России. Вот, и говорит, часто при сборке вертолета можно было слышать: «Князь, подайте-ка отверточку». О, как бы, пожалуйте, граф. Князья и графья собирали первый вертолет, потому что они были иммигранты и, в общем, искали любую работу. Вот, очень интересная история того, как прорывается научная мысль. Научная мысль, к сожалению, вы правы, она никогда не прорывается, к сожалению, опять к сожалению, никогда не просто так она... Вот в России это какое-то, ну, не знаю, карма... Нет, карма не русское слово, как сказать? Рок. В России это какой-то рок, понимаете? То есть как в моей детской песенке, да? А за рулем сидел у них без руки, а без ноги жал на тормоза. Ну, то есть вот как бы... Битый не битого везет. Чтобы здесь куда ни тронь, везде своя колея. Помните Высоцкий, да? Своя колея. Ну и что хорошего? Загнали поэта под плинтус, теперь восхищаемся. Сами же это сделали, сами, у вас на виду все это произошло. Ну, много таких историй, но мы все-таки с оптимизмом смотрим. Я думаю, да? что это можно будет как-то Нормально. Мы отредактировать. смотрим с оптимизмом в будущее. Вот такие люди появляются, как вы, которые там не опускают руки, а все равно, Настоящих да. буйных мало, да. Я Да. на самом деле, я отдаю себе отчет в неком, как бы сказать, в той, забыл, как это правильно назвать, но, в общем, я тяну эту лямку, да, как говорят, да, то есть я
я понимаю, что это будет трудно. Я это понимал еще 20 лет назад. То есть 20 лет назад, когда меня начали хейтить, тогда еще не была известна нейропластичность. Мгм. Когда я начал получать показания, звуковые раздражения на лобных долях, а этого не могло быть тогда. То есть вот сейчас это может быть. Нейропластичность, 2013 год, доказано швейцарскими учеными, и сейчас это все хорошо. Но тогда это было невозможно, невероятно и не бывало, потому что слуховая кора находится на висках, а зрительная на затылке. А на лбу не должно быть ничего. И когда ты получаешь звуки на лбу, это значит, что ты занимаешься лженаукой, это значит, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Да? И если бы я их не получал, то я бы, наверное, с этим согласился. Но так как я получал, это, знаете, знаете, как была доказана нейропластичность? Человек психанул, ну, то есть он один эксперимент, второй, третий, ему говорят, не может быть, не может быть, не может быть. Он психанул, и он глаза жабы пришил на хвост ящерицы. И ящерица видела хвостом. Да, Сейчас пытаюсь это да. понять. То есть это была Глаза какая-то прям жабы. такая очень Да, тонкая нейроны операция, да? соединил. Мгм. Ну, для нейрофизика, для Мгм. меня нейроны это не что-то там, а это просто вот они, ниточки и клеточки. Ты их Мгм. просто там вместе под микроскопом, правда. И, кстати, микроскоп должен быть хороший. Мгм. Вот. Ну и, конечно, нечеловеческие. Многие могут подумать, что вот Андрей Евгеньевич такой в кровавом халате. Нет, нет. Франкенштейн. Мухи, черви, Мгм. что-то безобидное, да, под микроскопом, хороший свет, хороший микроскоп, хорошая музыка и погнали. Вот. И вот он взял глаза жабы и на хвост ящерицы пересадил. И ящерица начала смотреть глазами жабы, как будто своими. Вот. И вот нейропластичность. Но это он сделал уже, знаете, уже как художник. Это он сделал для того, чтобы, ну, вот как бы сказать, это, ну, истерика это уже. Мгм. Это уже нарочно, это уже чтобы прославиться, чтобы... Я пишу нейромузыку. Вот вы можете, может быть, знаете, ну вот это Мгм. нейродетектор, да, он надевается на голову, и благодаря этому прибору, как электроэнцефалограф, мы получаем сигналы мозга, но электроэнцефалограф, он такой очень чуткий, он очень громоздкий, очень дорогой. А нейродетектор это, ну, как мобильный гаджет, да, его не жалко. И надел и пошел. И вот благодаря нейродетектору я расширил количество экспериментов, расширил область экспериментов. Ну, то есть он мне дал просто, ну, определенную свободу. Вот. И я пишу нейромузыку зачем? Что такое нейромузыка? Я надеваю на голову прибор, мои мысли как-то звучат, я их озвучиваю звуками и играю разную музыку людям. М. Ну, музыка там с натяжкой, там просто всякие Ну, звуки. какие-то, Там да. бум-бум, там Ну, пиу-пиу. у каждого Но она своя, прикольная, да? людям нравится, да, и так далее. Зачем я это делаю? Вот многие думают, ну, Андрей Евгеньевич, там, уехала кукуха, там, еще что-то. Да нет, просто это привлекает внимание. И вот эти люди, они говорят, а что у него на голове? А почему он там руками машет? А почему он там глаза закатывает? Ну, потому что я пытаюсь показать, что да, вот я меняю положение руки, и меняется звук. Меняю положение глаз, меняется звук. Что мы зависимы от того, как работает наш мозг. Что наш мозг — это не какая-то там ящик Пандоры. Это совершенно простой инструмент, совершенно простой орган, которым можно управлять, который может управлять, который можно настраивать, перенастраивать. То есть это музыкальный инструмент, понимаете, наш мозг. И я хочу эту идею донести. И все это я делаю просто для популяризации метода, прибора, самой науки, чтобы люди внимательнее относились к тому, что у них в башке, чтобы они, когда смотрят там без разбора, без фильтров все эти тиктоки, инстаграмы, ютубы, чтобы они понимали, что в этот момент нейропластичность, формируется их какая-то другая точка зрения, формируется их другая человечность, теряются какие-то грани и границы, то есть они начинают быть в прямом смысле, их готовят к каким-то маньяческим поступкам и так далее. И когда это смотрят там дети в школе, да, это очень опасно, потому что сегодня ему 12 лет, он ни на что не способен, а через 5 лет
у него уже будут кулачищи, у него уже будут деньги собственные, и он уже будет способен на что-то. И мы можем вырастить поколение Франкенштейнов, да, то есть мы можем вырастить поколение опаснейших людей, опаснейших. Просто пока об этом не говорят. Пока это как бы не принято, да. Да, но это же происходит уже. Искусственным Да. интеллектом сейчас пока принято только восхищаться. И только... А вы знаете, да, что произошло вот совершенно недавно, такой интересный случай с искусственным интеллектом. Решили провести эксперимент. Ну, искусственных интеллектов уже много, там китайский, немецкий, американский, даже наш там какой-то Мгм. есть. Ну, короче, что они сделали? Они сделали социальную сеть для искусственных интеллектов. И типа искусственные интеллекты туда зашли, и там нет людей. Искусственные интеллекты, они решили их познакомить между собой. Ну, типа, а Друг у ты друга кто? Да, поучиться, а ты чтобы... кто? А я, да. И вот они, социальная сеть искусственная. Что произошло? Через 15 минут искусственные интеллекты придумали собственный язык, и пришлось это все отключить. Потому что дальше было непонятно, о чем они договариваются. И вот то же самое происходит с человеком, который попадает под действие искусственного интеллекта. Он как бы через какое-то время он будет разговаривать на языке искусственного интеллекта. У него будут ценности искусственного интеллекта, у него будут цели искусственного интеллекта, и он уже не будет человеком в том мощном смысле, в котором мы имеем в виду. Вот когда-то Белинский сказал, что книга создает человека. Риторический вопрос. Кого создает социальная сеть? Кого создаст искусственный интеллект? Кого создают компьютеры? Кого? Мы не знаем кого пока что. Может, тех, которые к нам прилетают на летающих тарелках? Это было бы благо для нас. Знаешь, есть такой простой анекдот, да, говорит, друзья, у нас, говорит, два способа выжить. Либо мы продадим всю эту продукцию в этом месяце, либо к нам прилетят инопланетяне и все купят. Во второе я верю больше, да. Да, к слову о продажниках. Спасибо, Андрей, большое. У нас получился, я считаю, классный разговор. Спасибо, что пришли. И Вам хочу, взаимно. знаете, что сказать? Последнюю фразу, наверное, этого нашего подкаста я хочу Мгм. сказать одной цитатой из книги, которую я люблю. Это книга называется «Две жизни». Не знаю, вы читали? Конкордия Антарова. Нет чудес, есть лишь недостаточная степень знания. И как только мы разберемся, да, то есть все можно объяснить и научно, и, наверное, когда-то мы поймем, что с нами происходит, да, ну и, возможно, вы в этом будете очень сильно способствовать человечеству. Спасибо вам большое за наш Взаимно. классный разговор. Взаимно. Спасибо.